Ну что, друзья, погнали, покатаемся на велике. На. Лошадку хотел снять. Думал, она сюда побежит. Она передумала. Тогда собачку сниму. Эй, всем, друзья, привет! Всем, друзья, привет! Сейчас нажму на паузу. Книжку. Друзья, на моем авторском YouTube канале Алекс Титанов, посвященном созданию интересной жизни своими руками. Сейчас у нас март. Да, на улице немножко все еще прохладно, градусов 8, но солнечно. И я выехал в одиночку, потому что Ирусе что-то будет с рукой, какие-то проблемы. Тоже отдельная история, расскажу по дороге. Я поехал сам. Соответственно, я выбрал на сегодня два маршрута. Один короткий на 24 километра в случае, если Ира поедет. И длинный на 52 километра, если она не поедет. Соответственно, я поеду сам. Как вы видите, я напялил свои новые наушнички беспроводные от фирмы Тофель, распаковка которых была в прошлом видео. И это красота! Я прямо рад, потому что все предыдущие мои наушники, Bluetooth наушники беспроводные, они втыкались в уши, и шапка, соответственно, сверху болталась на этих наушниках. Туда задувал ветер. Зимой отвратительно абсолютно. Хоть 3 шапки одень, один фиг, задувает ветер из-за этих наушников. А с этими тут совсем другая тема. Ты на шапку сверху одел, тепленько, слышно супер отлично. В случае, если надо быстро снять, ты просто их быстро снимаешь и вешаешь на шею. А с теми был геморрой. Эти провода, эти два уха, они все равно путались. Они там два уха, у меня 2 пары были наушников. Вообще без проводов. Эти нельзя было зимой носить, потому что шапка сверху начинала сжать на все кнопки там. А потому что они сенсорные такие. Эта шапка выключала музыку, я сводила с ума. Я взял другие беспроводные, ну там 2 наушника между собой связаны проводом одним. И этот провод всегда где-то там на шее, где-то в капюшонах там запутывался. В общем, это все бесило и раздражало. А эти наушники прямо сказка, прямо песня. Конечно, выгляжу теперь как инопланетянин, что мне абсолютно непривычно, потому что я вообще никогда в таких наушниках не ходил. От слова совсем. Но это, черт возьми, удобно. Все, я еду искать тайник, друзья. Туда-обратно должно получиться 52 километра. Погода ветреная. Я думал сегодня взять дрон, но передумал, потому что погода чертовски ветреная. Так, у меня течет сопля. Хотя я так выехал, и вот, не такая шина, прям уши ветра. Уже жалею, что я не взял дрон с собой. Долг где-то погонять его. Ну, завтра. Потому что завтра по прогнозу погоды, погода будет один в один, как сегодня. Завтра возьму дрон. Все, погнали. Нас ждут приключения, велосипед, книжка в ушах, аудиокнига. Когда надоест музыка, будет прикольно. Часа на 2, на 3, где-то часа на 3 это все мероприятие сегодня. Погнали. Офигенно, что мне очень нравится, так что то, что я взял наушники с активным шумопонижением, с функцией активного шумопонижения, потому что вот эти вот Real Blue от Toffel наушники есть 2 вида, просто Real Blue и Real Blue NC с функцией активного шумопонижения. В прошлом видео рассказывал.
И это просто красота. Без этой функции я вот ее выключаю, и ветер дует в уши, задувает, ничего не слышно толком. Включаешь, и все, и ты просто в вакууме каком-то. Ты слушаешь или только книгу, или только музыку. Ванзин, я бы сейчас реально жалел, там 35 евро разница, но я бы жалел капец как. Красавчик, хоть что-то сделал правильно. В общем, Руся сегодня не поехала, потому что у нее с ночью схватила рука, что-то она начала рассыпаться малехой. Прикольная такая история получилась. Я вчера перед сном буквально решил потренироваться. Ну не решил, у меня по плану тренировка. И я делал подтягивания просто на максимум. То есть я сделал подходов 20, ну меньше, где-то подходов 17, наверное. И получилось 130 подтягиваний в сумме. Не знаю, слышно меня сейчас? Нет, что ветер задувает, капец. Вот. А подтягивания мне, походу, вообще сейчас нельзя делать, потому что у меня проблемы с плечом. И это какие-то странные проблемы. Обычно плечи болят от жимов, от толчков. Ну, никак не от упражнений на спину, на руки. А у меня конкретно от подтягиваний начинает болеть плечо. И от различных жимов, наоборот, проходится. Скорее всего, я перетягиваю мышцы. В общем, история такая. Начну сначала. Сейчас съеду, потому что ветер дует конкретно. История такая. Плечо болит левое уже давно. То оно раньше болело, то не болело. Это еще с юности, когда я с ума сходил. В жиме лежа там толкал, там без нормальной техники, железяки. И оно у меня периодически то болит, то не болит. Ну, я такой думаю, надо уже сходить к врачу. Тоже интересная история. Тут одну берешь историю, вытягивается с нее другая. Это бесконечная история. Пошел я своему домашнему врачу, говорю, плечо болит. Я к ней сразу пачку проблем приношу и выкладываю. Я говорю, я их собираю, эти проблемы, чтобы вас не беспокоить по мелочам. Я сразу вот пачка, она уже смеется. Давайте, хер Герасимов, выкладывайте. Говорю, тут болит, там болит, здесь болит. И плечо. Плечо, все, она мне дала убервайзинг, направление к ортопеду. Пошел я к нашему ортопеду, который прямо тут у нас на улице сидит. На нашей улице у него праксис. Термин, это надо понимать, я пришел еще в феврале. Ага. В июне. Блин, стоп, в июне. Каком июне? В октябре. В июне, да. В июне или в июле? Могу вам только предложить. Я такой, нормально, ну ладно, давайте. Надо понимать, что у меня плечо уже болит. И до июня я просто могу либо рассыпаться, либо отвалиться рука нахрен, либо вообще перестать болеть. Ну какой-то бред. Иду к другому ортопеду. Он такой, так, расскажите, ага. Ну все, давайте послезавтра вот вам термин, приходите. Вот надо понимать, через полгода или через 2 дня. Разница. Прихожу, сделала рентген она. Вообще такой персонал, просто к ране прикладывают. Все такие добродушные, доброжелательные, внимательные, улыбаются. Вот просто небо и земля между тем другим праксисом, где я был, где мне дали на июнь какие-то живобехи с такими же жлобскими мордами. Все, рентген, значит, здесь сделали. Ну, у вас есть фершляйс, типа, ну, как бы подстерлись суставы там, ну, межсуставное вот это вот хрящи эти. Ну, это к вашему возрасту, для вашего возраста нормально. Вот. И я так подозреваю, в общем, они мне обкололи, какую-то процедуру сделали, такую болезненную, уколов 20 прямо в плечо, обезболивающего. Я думаю, ну, такая сестра, ну, дышите глубже. Я такой думаю, да ладно, ну, уколи уже там, господи. Она мне как давай засовывать этот шприц. Без конца, просто раз 20. Я уже сижу, уже такой, блин, действительно хороший был совет, надо поглубже дышать. В общем и целом обкололи, положили тепло. Все, ништяк, меня попустило, хорошо. И в принципе оно у меня болит не всегда, а только когда я делаю подтягивания. А так как я еще не могу просто взять 10 раз подтянуться и все,
А мне надо либо с утяжелением, либо с дополнительным весом. А если без веса, то раз 100 как минимум. И дали такой герет еще, маленькую такую приблуду. Я ее называю электрофорезом. Вот так назвал, не знаю, как это называется. В общем, электричеством. Там такие липучки, ты их 4 штуки на плечо прилипаешь, и полчаса, там 2 раза в день надо делать такой сеанс, там током. А эти мышцы там, ну, как бы через них проходит ток, и они вибрируют, соответственно, туда протекает больше кислорода, больше лимфы и быстрее заживает. Это такая предыстория. Подозрение, что просто у меня тренировки разделены на две группы мышц, на 2 тренировки. А на одной плечи, трицепс, грудь, а на второй спина и бицепс. И получается, после той тренировки, где спина и бицепс, у меня начинает болеть плечо, потому что перетягивают мышцы вот этот полустертый сустав в одну сторону, и, соответственно, он начинает болеть. Такая моя теория. Потому что врач ее не разделяет, она мне типа, вы все, я смотрю, вы спортом занимаетесь, вы все вот упражнения, где надо там что-то толкать, жать, пока не делайте. Я ей говорю, да у меня от них наоборот перестает болеть плечо. Да, не делайте, ну окей. И, короче, и Руся тоже, у меня что-то тут болит плечо, тут локоть болит. Мы давай ей электрофорез тоже делать, я его так назвал, я просто даю названия всякие, которые мне приходят в голову, тому, чему я не знаю, как называется. Например, я делаю блюдо белковое, состоящее из тунца, яиц, лучка, и там еще можно овощей добавить. Чисто белковое такое классное получается блюдо, которое можно мазать на хлеб. Я называю его одесским названием, скажите мне, каким? Форшмак. Собственно говоря, да, что я думаю? Форшмак. Хотя это абсолютно не форшмак и ничего общего с ним не имеет, кроме того, что и там рыба. Но это абсолютно разные вещи. Я называю форшмак. Соответственно, вот этот герет, вот эту вот приблуду, этот вот электрошок, который мне дали лечиться, я называл электрофорезом. Ну и Руся тоже начал его себе лепить на плечи. И, короче, вчера вечером мы его, значит, я подтягивался 130 раз. Я вместо того, чтобы вообще не подтягиваться, я еще больше. У меня такая дурная натура. Если я вижу, что что-то там не получается, что-то нельзя делать, значит, мне надо это делать обязательно. И еще больше, и с большим упорством. Я не знаю, что за ослизм у меня, и тупизм. Ну, вот так вот. И я такой 130 подтягиваний. Плечо разболелось вечером. Я сделал этот электрофорез. И Руся все тоже. По полчасика мы такие полежали с ним. Ну и все. И я, короче, вырубился, заснул. Хотя у меня плечо болело, караул. Ну, как бы было тому причина. Сам затупил. Ну, я уже привык. И вырубился, и заснул. И Руся ночью подрывается, переходит в другую комнату спать, а утром что такое, что за дезертирство. У меня плечо, короче, рука ночью отваливалась, как разболелась. Я такой, блин, а в чем прикол вообще? Человек, который вообще не делает спорт. Вообще у нее работа абсолютно не физическая в бюро. То есть я делаю спорт, я работа физическая. И если у меня что-то болят, суставы, мышцы, то это нормально. А когда у нее что-то болит, причем так, что она спать не может, это вообще непонятно. В общем, я к чему? К тому, что из-за этого она сегодня и не поехала. Хотя хотела, я говорю, уже посиди дома. Если у тебя рука болит, непонятно с чего, то сиди дома. Поэтому я поехал один. Может быть, вы уже заметили из прошлых видео, что я купил аудиосистему от фирмы Toffee и начал активно искать виниловые пластинки и CD компакт-диски, где купить. Это я что не понял, что знак здесь стоит. Внимание. Внимание на что? И вчера мы поехали в Шверин к Юле. Вчера было 8 марта.
И заодно я посмотрел в интернете, там Фломарт, машинный рынок тоже проводился. Думаю, заодно посмотрю пластинки. В общем, Фломарт меня разочаровал полностью. Вообще ничего интересного. Причем я так вспоминаю, я же собирал их, пластинки. Раньше я без пластинки не уходил. Какой-то шрот, какое-то говно убогое находил, торговался, но что-то покупал. А сейчас я этот шрот, то есть там были пластинки, но это все какой-то мусор. И на которые они еще такие цены там, ну то есть за евро, за 2 можно было бы еще для количества что-то там купить. Было пару групп таких хороших, но они же там 15-20. И когда в магазине стоит пластинка 25-30 новая. Ну, короче, идиоты, продавцы эти, они, я их помню еще с 10 лет назад. Они все те же, и, по-моему, даже состав пластинок у них все тот же. Все тот же товарец у них лежит там. Вот, ничего я не купил. И вспомнил только, блин, а раньше ты покупал. Хотя денег вообще не было. Ну вот, конечно, вот такое. А сейчас чуть поумнее стал такой, думаю, да ну его нахер. Кого я этим удивлю количеством там. Надо, если покупать, то уже, чтобы хорошее качество было. И цена радовала. То есть, если это дорого, то уже должно быть действительно что-то классное, стоящее. Какая-то группа, которую я люблю. А вот так лишь бы чтобы не с пустыми руками уходить. Так больше не буду покупать. Хотя и денег сейчас больше, чем тогда, чем раньше. Но вот и ума, походу, чуть больше стало. Вот такой вот вчерашний наш поход в город Шверин. Съели мы там по колбаске и поехали домой. Да, кстати, друзья, вот здесь вот здесь вот, нет, вот здесь вот, сейчас, вот здесь прямо будет пару кадров со вчерашней поездки в Шверин и вчерашнего поиска виниловых пластинок. До встречи! Ира, я одел Свету сверху 2 очки. По совету бывалого. По совету бывалого очкарика. Очкарика. Я, короче, еду, у меня зрение чуть подуходит. Кисель, вот я тебя давно хотел просто не снимать вот этот нос просто. Я очки вообще-то снимала. Кто смотрю всегда фотографии. Шикарный нос. Просто один нос и все. Можно обштан сделать? Какие претензии к носу? Да, ну если очки ничего не видят, а ты к носу его фотографируют, то он не кажется таким. Мне кажется, это несправедливо в данный момент. Давно хотел попросить. Короче, я что хотел сказать-то? А я и не туда, у меня нету очков солнцезащитных. Зрение упало, есть просто очки, а солнцезащитных нет. На машине есть катастрофа сейчас, когда солнце выходит, весна. Блин, я такой еду, одеваю эти солнцезащитные очки, ничего не вижу, снимаю. Ира говорит, одень сверху. Я такой, о, блин, а это тема. Я одеваю сверху и еду как полный идиот сейчас в 2 парах очков. Зато работает. Зато работает, посмотрите, просто идеально. В общем, мы едем сейчас в Шверин, друзья. Типа пенсионера, пенсионером. Да, кстати, это будет новая серия на моем авторском YouTube-канале. Алекс Титанов. Это заставка теперь. У меня есть заставка на моем канале. И звучит она следующим образом. Приветствую вас, дорогие друзья. Я здесь. Приветствую вас, дорогие друзья, на моем авторском канале Алекс Титанов. Потому что я посмотрел всех блогеров, они всегда сначала здороваются и рассказывают людям, куда они забрели. Вот, посвященному... У тебя вступление будет больше, чем видео со мной. Да, нет. Посвященному созданию интересной жизни собственными руками. Вот такой у меня прямо слоган я придумал. Как тебе? Сказал человек в 2 очках. Так, все. Очень интересно. Нет, подожди. Мы едем в Шверин по делу, и заодно, Киса, это для тебя новость неожиданная. Ты не в курсе дела немножко? Я сейчас приоткрою маленькую тайну завесы. Маленькую тайну завесы. Мы заедем на Фломарт и посмотрим пластиночки.
курс А по-быстрому. я-то думаю, чуть-чуть. что это за спонтанное решение? Не, нет, надо. Я просто не туда. Я, в принципе, мы всегда с тобой ездили на 8 марта в Шверин. Вот. И посмотрим, что нам предложит сегодня вторичный рынок виниловых пластинок. Посмотрим. Все, погнали. Все, друзья, мы в Шверине приехали на Фломарт, на блошиный рынок возле Зибензе в Шверине, городе такой маленький, здесь небольшой блошиный рынок. Ну, очень маленький. И поищу я сейчас пластиночки себе. Ну, маленький. Вряд ли что-то мы здесь путевое найдем. Я что-то думал, обычно возле Зибензе такие огромные фломарты были. А это не возле Зибензе. Нашли. Сейчас глянем. Что тут интересного. Совсем в плохом состоянии. Интересно, сколько сейчас за них просят за пластинки на фломарт? Это не твоя случайно? Прямо Александр, это что? Тут вообще там две песни будет. Это сингл. Смотри, тут одна песня на одной стороне. Стоит. Жалко. Он еще сам видит. Раньше же надо правильно конверт вложить было в эту упаковку. Я раньше все эти тонкости знал, а сейчас забыл уже. Может, на продавцы могут ругаться. У меня была такое в лучшем качестве. Мне сейчас за нее 25 евро. Надеюсь, нет. Я вообще была в идеальном качестве. Еще интересного. Уже поинтереснее, но и прайсы здесь еще поинтереснее. Такие 20 евро за пластину. На русский. Я этого чувака на этой тачке. Ты в этих корзинах Айнкауфваген все время продавал. Я его ассортимент знал просто наизусть. Не подходил даже к нему. Интересно, он с того времени изменился ассортимент у него? У него еще такие цены всегда названы. Коллекционирование своего коллекционирования винила и компактов я буду уже немножко по-другому подходить. Буду больше ориентироваться на то, что мне нравится. На то, что мне нравится и интересно. Вот я сейчас, к примеру, увлекся группой Ministry. Не знаю, не уверен, что она так правильно говорится, называется. Ну, по-английски в смысле. Пишется, если на немецкий манер читать, то Ministry. И как бы такой, у них там дискография такая обширная. Вот, и вчера залез в eBay. Вот, и уже пару дисков прикупил. Заодно металлики, которые я успешно продал. Теперь надо обратно вернуть. Купил диск металлики, черный альбом и Ministry. Пару дисков. Так это же будет совсем другой расклад. Это будет не просто валяться. То типа купил для количества и все. Раз послушал, то хорошо, если раз и валяется. А так это будет слушаться не один раз, много раз. Просто потому, что мне это интересно. Все их альбомы послушать. И группа мне нравится. Вот такой теперь подход буду больше практиковать. То есть в Spotify что-то новое услышал, узнал. И
начинаешь искать, покупать, смотреть, а не наобум. Spotify, конечно, в этом плане, конечно, раньше такой возможности не было узнать что-то новое, а нового вообще очень много. Я такой думаю, блин, что я слушаю одно и то же, когда такое разнообразие на сегодняшний день. Альте Швед. В общем, я прямо воодушевлен вот теми возможностями, которые на сегодняшний день открывает передо мной коллекционирование. Не столько винила, потому что винил, конечно, очень дорогое удовольствие, как компакт-дисков. Они более приемлемые на сегодняшний день по цене. Это можно себе, я могу себе позволить. Винил будет тоже покупаться, но довольно-таки реже. Реже. Чтобы снять вам вот такой вот скворечник. Вы когда-то такое видели? Такой скворечник. Я никогда не видел. Просто таким рубероидом оббитый, гвоздиками прибитый. Красавчики. Это для каких-то длинных и вытянутых птиц. Красиво здесь. Погнали дальше, друзья. Что вам еще интересного рассказать? Сейчас все еще веду борьбу с лишним весом. На сегодняшний день сколько я там скинул? Почти 4 килограмма за месяц. Нормальненький результатик. Чего еще? Ну, это тоже вот одно из другого. Истории. Сегодня запостил в Фейсбуке там про весы. Заметку. Ну так, просто типа, чтобы не забывали. Что-то на ум приходит и такое, о, напишу что-то такое в смешном стиле, как мне кажется, по крайней мере. Наверное, только мне это смешно. Про весы, про то, как иной раз. А вот тут такой скворечник только в вертикальном положении стоит. Прикольно. А вот еще в горизонтальном. Так подозреваю, в тот вертикальном просто отвалился. Офигеть. Прикольно, прикольно. Скворечники тут прямо рукой можно достать до него. Что-то как-то низковато для птицы. Они будут шугаться там жить. Когда будет здесь народ ходить, велосипедисты гонять. Вот, запостил про то, как иной раз вообще не придерживаешься диеты. Ну как, не вообще, а как нифига себе, кто там мчится, никогда здесь вообще машин не видел. Нормальный ход. Не вообще, а один день. Такой. Один день. Не будешь придерживаться диеты. Вот еще такой скворечник. Вечером на ночь прямо наешься целый день. Ешь. И утром встаешь, взвешиваешься, а там минус. И такой, о, нормально. А думал вообще не взвешиваться, чтобы не портить себе настроение. А иной раз целый день гоняешь, бегаешь, работаешь, тренируешься. Толком ничего не ешь. И утром такой плюс. И, короче, такой в таком русле написал заметочку. И потом вот целый день. Ну, то есть выходной, надо понимать. Ну, вообще эти длинные выходные у меня получились 4 дня. Целый день такой, нет, зайдешь в Facebook, проверишь. Кто? Сколько лайков? Ага. Какие лайки? А так, а сколько сердечек, сколько пальчиков? Так, ага. А кто сердечко поставил? Ага, хорошо. Так, может, комментарий кто-то написал. И вот так целый день. Зайдешь, выйдешь и отвлекаешься. Я вот хочу сделать аскезу по соцсетям, вообще не исключать их, вот так как у меня с алкоголем, например. Я вообще абсолютно не исключаю его из своего рациона, когда хочется, что очень редко, действительно редко, то можно какого-то там бутылку пива выпить, но нету смысла запрещать себе совсем. Зачем? Потому что у меня нет с этим проблем. Так и с социальными сетями надо такую аскезу осознанную
То есть не закрывать их, не удалять их. Хочется писать, хочется внимания, пиши. Но не бегать туда каждые 5 минут и проверять, кто что написал, сколько лайков. Написал, забыл. До следующей заметки, когда там у тебя опять вдохновение, когда у тебя есть что-то новое, интересное написать, как тебе, мне кажется. А больше между не бегать, не листать, не прокручивать ленту. Вот прямо с сегодняшнего дня буду такое практиковать. Вот, друзья, сколько там сейчас еще километров в перчатках? Ну, километров еще, наверное, 5-10, не знаю. Катится хорошо, хоть и ветрено был. Едется шикарно и отлично. И в наушниках этих тепленько. Супер, супер. Прикольно дерево почву подняло. Прямо таким слоем ровненьким. И не упало. Но вот так вот стоит. Все, друзья, я уже на месте. Осталось до тайника 5 минут. Сколько километров не вижу без очков. Такие вот заброшенные гаражи. Или что-то и там. Что прикольно, такая сводчатая, такая полукруглая арка между гаражами. Или я не знаю, что это было. Вот такие вот заброшенные. Не, наверное, это даже не гаражи. Не, потому что они сильно низкие. И там прям вот такие вот аркой перегородки, стены между этими комнатами. Прикольно. Ой, это городишко Бад Дзюльце. Надо посмотреть, сколько я проехал. Ну, минимум должно быть 26, максимум 30 километров в одну сторону. Обожаю такие вот тихие маленькие городишки. Хотя всегда ною Ире, что мы живем в дыре и деревне. Хотя у нас уж не такая прямо деревня. 18 тысяч жителей у нас. И как бы есть все. И школы, и магазины, и развлечения. Все есть. Но вот когда приезжаешь в какой-то вот действительно маленький городок, вот как этот, прямо прикольно. Чувак едет сзади за мной на машине с такой шаговой скоростью за мной. Хочет посмотреть, чем я за ним. Что я тут снимаю? Алло. Я решил меня обогнать был. Давай. Есть своя клиника. Такая не маленькая. Региональная. Прикольно. Все чистенько. И уютненько. Так, нам еще осталось 4 минуты. И очень уютный городишко. Прямо мне нравится. Я еще по этим улочкам не ездил. Дом 1813 года, пожалуйста. Красота. В городу вводит меня навигатор какими-то улочками. Вот. Осталось все, еще пару минут. Через весь город провел навигатор, через все маленькие улочки. Что-то мое крепление вот для телефона разболталось, и телефон не стоит вертикально и крутится, чем меня бесит. Все, друзья, мы на месте. Стой, телефон. С правой стороны цель. Стороны. О, подходящее дерево. А здесь даже какой-то местная достопримечательность я вижу с левой стороны. Все, одеваем очки,
и рассматриваем, разглядываем все. 24 километра. Никакие не 30 и даже не 26, как показывала дома у меня навигация. Что за мозаика? Это что здесь было раньше? Интересно. Что это такое? Вот как далеко мы от тайника. Сейчас мы будем искать тайник, но мне интересно, что это за останки. От чего? Непонятно. Но прикольно. Непонятно, но интересно. В общем, распознать не представляется возможным. Что это? Ищем тайник. Сейчас почитаем задание сначала еще раз. И будем искать. Так, друзья, значит, в описании тайника написано следующее. Что отсюда открывается прекрасный вид на городскую церковь Бад Зюльце. Вон она. Городской устав Бад Зюльце получил между 1255 году и 1262 годом. Ну, типа городской устав, как город был основан, зарегистрирован в 1255 году. Первые известия о церкви в Зюльце относятся к 1276 году. Я так понимаю, речь идет о той церкви. Так, соответственно, эта церковь была построена в середине 13 века как кирпичная церковь в качестве конкуренции с городской церковью в Марлове, которая была построена примерно в то же время. Источник Википедия. Дополнительная подсказка: 1 метр 60 сантиметров. То есть это 1 метр 60 сантиметров, скорее всего, высота, на которой находится тайник. Альта Шведа. Я вот только вот не совсем понял, речь идет о той кирпичной церкви в 13 веке, которая была построена, или вот здесь вот какие-то вот остатки. Ну, это мозаика явно не с 13 века. Ну, интересно, что это. Попьем водички. Сколько я сказал? 25 километров? Короче, 25 километров в одну сторону. 24. Пить хотел всю дорогу и думал, уже приеду, на месте попью. Вода ледяная. Судя по всему, я иду в верном направлении. Судя по навигации. Ну, это вот в это дерево стопудово. 1,60 м. Нашел. Обожаю такие моменты. Я не знаю, друзья, как это работает. Со стороны наверняка это выглядит детским садом. Я иногда и сам так думаю, такой, когда дома сидишь или на работе, думаешь, какой херней ты занимаешься, какой геокэшинг, какие тайники. А проедешься на велосипеде, найдешь, вот сядешь такой вот через, не то чтобы даже через не хочу, через не могу, а просто типа, да ну это не серьезно, это как-то я взрослый чувак для такого, это для детей. И думаешь, а ладно, все равно сейчас делать нечего, поеду, прокачусь на велосипеде. И как чтобы была цель для велосипедной поездки, заодно возьму координаты и поищу тайник. Ну, чтобы просто не куда-то там ехать непонятно куда, потому что уже везде как бы ездил, даже непонятно куда ехать-то, чтобы просто прокатиться на велике по одним и тем же маршрутам неинтересно. И для этого берешь координаты, выписываешь тайник, находишь на странице геокэшинга, выбираешь, сколько ты километров хочешь проехать приблизительно, какой тайник там, выбираешь координаты его, описание, все. Себе на WhatsApp я скидываю все это дело, приезжаю, ищу, еду на велосипеде. И, блин, вот несмотря на то, что думаешь, ну как-то это все несерьезно, как это все для детей.
находишь, вот даже когда один. Вдвоем это веселее с Ирусей, но даже когда один. Находишь и радуешься, как дитя. Ну вот я не знаю, как это работает. И вот такой, блин, вау, класс, нашел. Что ты нашел? Это там, там никакого нету приза, ничего вообще для меня нету, кроме вот я сейчас вот взял в ручку, запишу, что вот такого-то числа такой-то такой я нашел. Все, все. И нету здесь никакого интереса моего. Ничего, ну вот найти это, блин, доставляет удовольствие, отвечаю, это класс. Занимайтесь, друзья, геокешингом, это приносит удовольствие, реально. Пытаюсь установить камеру, момент заполнения логбука. Наверное, лучше всего сделать ровное, где можно установить камеру. Альзо, друзья. Вот такой вот логбук. Сюда надо записывать свой ник в геокешинге и дату, когда ты его нашел. С датой у меня... нормально, вчера же было 8 марта, значит, сегодня, соответственно, 9. Итак, как мы там, Алекс? Честно говоря, мы уже в геокешинге сделали приличную паузу. Давненько не искали. Ну, я даже на секунду забыл, как наш ник там выглядит. Ну, уже вспомнил. Он выглядит Алекс, штрих, нижнее подчеркивание, Ирина. И все. Ноль. 9. 0. 3. 24. Снимаю эти дурацкие очки, в которых я выгляжу как бабушка. Все, заполнил я логбук. По-русски я все время забываю, как это называется. Блокнот для отмечания, для записи. И кладу обратно тайник в его место тайное и еду домой. За сим, друзья, прощаюсь. Подписывайтесь, жмите на пальчик, жмите на колокольчик. Всем мир, мотивируйтесь и развивайтесь, друзья. С вами был Алекс Титанов. Пока-пока!